Ядерное оружие НАТО у границ России. Эстония готова разместить у себя самолеты-носители ЯО Великобритании. Реакция Москвы. Потеря территорий. Армия РФ заняла еще 3 населенных пункта в Донецкой области. Мировая пресса пишет о том, что под контроль Москвы перешло крупнейшее месторождение лития. Детали. Зеленский требует бомбить Россию санкциями, а Путин делает ряд заявлений и намекает на то, что готовы идти на уступки и договариваться. О чем речь? Авторитаризм или демократия? Украинцы ответили, что думают о направлении страны, детали внезапного результата и чем недовольны граждане. Трамп готов вновь ударить по Ирану. Гнев в Белом доме. Почему Хаменеи разозлил республиканца и сорвал его план? Украинские депутаты требуют запретить аборты. Срочное обращение к Зеленскому. Страна может прекратить существование. Как планируют увеличить рождаемость? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Эстония, граничащая с Россией, готова принимать истребители союзников по НАТО, которые могут нести ядерное оружие. В этом не видит никакой проблемы министр обороны страны Ханна Певкур. Пресса Эстонии пишет, что об этом он заявил на фоне решения Великобритании закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, которые и способны нести как обычное, так и тактическое ядерное оружие. F-35 уже были в Эстонии и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и дальше принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы. На то, что такие носители ядерного оружия, возможно и самой оружие, окажется непосредственно у границ с Россией, уже отреагировал Кремль. Там заявили, что это опасность для РФ. Для Москвы это какую-то опасность несет? Непосредственно. Конечно, непосредственно опасности. Очень много абсурдных мыслей, к сожалению, рассказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление. А для наших отношений с Западом? У нас фактически с прибалтийскими республиками отношений нет. Войска России продвигаются вперед. Под триколором теперь еще 3 населенных пункта Донецкой области. Об этом сообщает украинский мониторинговый канал Deep State, который ежедневно отслеживает ситуацию на линии фронта. По данным аналитиков портала, Россия взяла под свой контроль Новоселку, Отрадное и Запорожье. Запорожье — это не областной центр, а село в Покровском районе Донецкой области. В то же время внимание западной прессы приковано к потере Украиной населенного пункта Шевченко. Сел с таким названием на Донбассе несколько, но лишь одно стратегически важное, ведь там есть литий, и теперь Россия получила контроль над одним из самых перспективных месторождений этого белого золота. Россияне заявили о взятии населенного пункта еще пару дней назад. Вот что пишет об этом событии французская пресса. Именно Шевченко – единственное из 4 месторождений, состоящее из высокоминерализованного спадумина. По данным Национальной службы геологических исследований Украины, содержание спадумина в месторождении достигает 90%. Это делает его, по мнению НТАСИ, перспективным проектом. Остальные 3 месторождения, одно из которых еще не полностью исследовано, содержат преимущественно менее рентабельный петалит. Кроме лития, в Шевченко есть редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово. Украинские военные подтверждают активное продвижение ВС РФ на востоке Украины. Ситуацию называют плохой. В Донецкой области враг взял высокий темп продвижения и продолжает его удерживать. Очень активно наступают и на Харьковщине, новые силы перебросили на запорожское направление. Что касается Сумской области, уверен, они снова усилят там штурмовые действия. Не хочется лишний раз нагнетать, но лето и осень будут сложными. Особенно с учетом постоянных обстрелов мирных городов. Накануне, напомню, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что и России стоит приготовиться принимать удар, дальнобойный и по территории России. Умеров анонсировал новые дальнобойные операции ВСУ и уверял, что Украина еще в прошлом году разработала план таких системных ударов. Для этого будут использовать БПЛА. И уже после этого заявления вечером в пятницу Генштаб ВСУ заявил, что Россия понесла потери. Украинские военные ударили по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. По предварительной информации, поражены 4 единицы авиационной техники противника, а именно самолеты Су-34,
а также техническая эксплуатационная часть, место, где проводится обслуживание и ремонт различных боевых самолетов. Каков путь страны? К чему движется Киев? Авторитаризм или демократия? В Украине вновь обсуждают новые цифры и данные опроса, которые опубликовал Киевский международный институт социологии. Аналитики решили узнать, движется ли Украина скорее к развитию демократии и большей демократичности или к снижению демократии и развитию авторитаризма. Таким был основной вопрос, и мнения разделились. 50% считают, что Украина скорее движется к развитию демократии. В то же время 41% ощущают, что страна скорее движется к авторитаризму. Небольшая часть респондентов не определилась. Социологи тут же попытались уточнить у тех, кто выбрал второй вариант, почему Украина движется к авторитаризму. Среди причин: ограничение свободы слова и давление на СМИ, концентрация власти, общее недовольство событиями и решениями в стране, коррупция, деятельность ТЦК, мобилизация и в том числе ограничение прав и свобод. Что думаете об этих данных? Оставьте свое мнение в комментариях. А я пока напомню, что совсем недавно мировая пресса публиковала интервью мэра Киева Кличко, который обвинял Зеленского в авторитаризме. Тогда сетовал на обыски в Киевсовете и в намеренной атаке со стороны власти. Это чистка демократических институтов под прикрытием войны. Я когда-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь уже воняет. Зеленский же накануне говорил о проблемах России, в частности о том, что Москву необходимо бомбить санкциями. Эта война должна становиться для России все большей и большей проблемой. И каждый российский удар по нашим городам и общинам должен становиться поводом для новых санкционных ударов в ответ. Сейчас у меня были хорошие встречи в Европе и на саммите Группы Семи, в Канаде с нашими партнерами. В частности, много говорилось о санкциях. Партнеры готовы поддерживать. Путин параллельно с этим сорвался на Запад. Он заявил, далее цитата, «сами скоро сдохнут», комментируя санкции и прогнозы европейцев относительно экономики России. В целом же Путин вновь сделал ряд заявлений. Месседжи были направлены россиянам, украинцам, европейцам и за океан, американцам. Путин дал понять, Россия может пойти на уступки в переговорах с Украиной. Ведь переговоры и созданы для поиска путей сближения. Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются, и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным предварять сами переговоры. Посыл американцам был прост. Кремль открыт к контактам и к непосредственной встрече с Трампом. Но нужно подготовиться. В то же время в Киеве комментировали недавнюю встречу Зеленского и Трампа, которая продлилась час на полях саммита НАТО в Гааге. В Киеве уверяют, что американский президент продемонстрировал свою позицию. Очень много времени президент Трамп уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия. Он задавал много вопросов, и было видно, что ему это очень интересно и точно демонстрирует то, что США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. А американский президент теперь повторяет не только фразу о том, что если бы он был президентом, то войны бы не было, но и то, что уже говорил несколько дней назад. В частности, как просил помощи у Путина для того, чтобы справиться с самим Путиным. Он также анонсировал, что в ближайшее время в вопросе войны что-то произойдет. Такова формулировка Трампа. Знаете, мы говорим о России, и мы работаем над этим вопросом. Президент Путин позвонил и сказал: «Я бы хотел помочь вам с Ираном». Я ответил: «Сделай мне одолжение, я разберусь с Ираном. Помоги мне с Россией. Нам нужно урегулировать этот вопрос». И я думаю, что там что-то произойдет. Но мы проделали отличную работу. И если Трамп уже несколько раз провел телефонные переговоры с Путиным, то канцлер Германии Мерц уверяет, что пока звонить в Москву не хочет. Даже несмотря на то, что прежний канцлер Шольц созванивался с Кремлем. Свою позицию Мерц обосновал так. Недавний визит премьер-министра Венгрии в Москву был встречен Россией тяжелейшими бомбардировками Киева и одного из госпиталей. После последнего телефонного разговора моего предшественника с Путиным последовали бомбардировки детской больницы. Если это результат подобных звонков, я бы предпочел надолго воздержаться от них.
Напомню, Путин на встрече с руководителями международных информагентств в этом месяце заявлял, что он ответит на телефонный звонок Мерца, если тот решится позвонить, но при условии, что если сама Германия пойдет на возобновление таких контактов. Друзья, необходимо ли Берлину и Москве возобновление отношений? Как скоро это может произойти? И что думаете о неоднозначной формулировке Трампа, который анонсировал, что уже скоро что-то произойдет в вопросе России и Украины? Оставьте свой комментарий под этим видео, а я традиционно попрошу тех, кто смотрит без подписки, подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале, и также поставить лайк, если не сложно. Спасибо, а я, как всегда, продолжу. Иран намекает, Трамп лжет. В Тегеране опровергли информацию о том, что вот-вот вновь возобновятся ядерные переговоры с США. Их, в частности, и анонсировал американский президент. Слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи приводит издание Bloomberg. Я прямо заявляю, что никаких договоренностей, соглашений или обсуждений относительно начала новых переговоров не было, сказал министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью государственному телевидению в четверг вечером. Некоторые спекуляции о возобновлении переговоров не следует воспринимать всерьез. Трамп же готов бомбить Иран еще раз, если будет нужно, если страна вернется к разработкам на ядерных объектах. Я верю, к тому же время покажет, но я не думаю, что они скоро вернутся к ядерной программе. Они потратили более $1 триллиона на ядерную программу, и у них ничего не получилось. Накануне он также ответил и высшему руководителю Ирана Али Хаменеи, который в четверг заявил, что Иран победил американский режим. Трамп призвал Хаменеи, как человека глубокой веры, не лгать и заявил, что он спас Хаменеи от, далее цитата, «очень некрасивой и позорной смерти, и ему не приходится говорить «спасибо, президент Трамп». Конец цитаты. Также Трамп уверяет, что он работал над возможным снятием санкций и другими мерами, которые бы дали Ирану шансы на полное и быстрое восстановление. Но после слов Хаменеи он отказался снимать санкции. Украина может лишиться будущего и исчезнуть. Громкое заявление из Ивано-Франковска, города на западе Украины. Местная власть обратилась к Зеленскому с требованием запретить аборты. Депутаты ссылаются на шокирующие статистические и демографические данные о численности населения Украины, войну, миграцию, переселение беженцев, количество разводов и коэффициент рождаемости. И считают, что улучшить ситуацию можно запретом абортов и восстановлением Министерства семьи, внедрением семейного и патриотического воспитания в школах, а также созданием реальных социальных и экономических стимулов для рождения детей. В Ивано-Франковском горсовете считают, что за первого ребенка семье надо платить 100 тысяч гривен. Это чуть более $2000. За второго уже практически $5000, а за третьего и каждого следующего как минимум $7000. Сейчас же размер пособия всего 41 тысяча гривен. Это $990. И выплачиваются они на протяжении 3 лет. К сожалению, в Украину пришла настоящая демографическая катастрофа. Если не рождаются дети, значит, нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии, отцов и матерей, строителей Украины. По этой причине мы наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий, поскольку нам не хватает детей и людей в разных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть. Депутаты предлагают также ввести в стране программу обязательного бесплатного предоставления жилья семьям, где родилось 5 и более детей. Друзья, считаете ли вы такие деньги хорошим стимулом для рождения детей? Поделитесь своей точкой зрения под этим видео. Знаю, что среди вас много людей старшего возраста. Как вы думаете, должно ли государство быть заинтересовано в демографической ситуации? Или иметь или не иметь детей – это исключительно личное дело граждан? И напоследок не о политике. Дома для мышей, покорившие мир, теперь в музее. В Лунде, на юге Швеции, этим летом открылась уникальная выставка, посвященная загадочному арт-коллективу Anonymous, известному своими миниатюрными мышиными домами, которые внезапно появлялись на улицах разных стран. Сказочные инсталляции в масштабе 1:12, крошечные рестораны, аптеки, радиостанции, даже замки поражали прохожих своей детализацией и вызывали восторг по всему миру. Первая работа Anonymous появилась в декабре 2016 года в шведском Мальмё.
Это был крошечный ресторан для мышей, встроенный в фасад дома. С тех пор мышиные города выросли в Канаде, Великобритании и по всей Швеции. Имена авторов долгие годы оставались в секрете, подпитывая интерес и миф вокруг проекта. Однако весной 2025 года коллектив сделал неожиданное заявление. Анонимаус — это Элин Вестерхольм и Лупус Ненсен. И они официально заявили о завершении работы, так как уже исполнили свою мечту — создать что-то волшебное. Прощание с проектом стало настоящим культурным событием, и теперь музей в Лунде организовал масштабную выставку, где собраны самые знаковые инсталляции художников. Также представлены чертежи, эскизы и макеты, раскрывающие творческий процесс коллектива. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!